Всем привет, дорогие мои зрители и подписчики! Это будет первое видео из серии видео про акварельную технику. Всего их будет, наверное, 3 вот таких вот основных. Первое, вот это будет более такое поясняющее, теоретическое, можно сказать, дам со сводчами. Я покажу вам, как работает акварель, как ей правильно пользоваться, когда она используется и все такое. И еще 2 видео будет именно с макияжами. Один по классической схеме, скажем так, и второй более такой, ну, наверное, это будет тоже та же петля, которую мы снимали с вами в карандашной технике, но это будет именно петля в акварельной технике с другими оттеночками. Если говорить про какие-то имена визажистов, которые ассоциируются лично у меня, допустим, с акварельной техникой, это Людмила Тараканова. Кто не знает, кто впервые слышит это имя, можете погуглить. И у нее даже, кстати, есть канал, где, ну, там, конечно, нет каких-то там объяснений подробных и всего остального, но есть небольшие видеоролики шоу, которые она устраивала. То есть такие визаж-шоу, очень интересно посмотреть, это действительно оригинально. Ну и, в принципе, нанесение, разные макияжи без объяснений, но, тем не менее, такие мастер-классы коротенькие, где можно просто посмотреть, как это происходит, да, это есть. Также кисти Людовик, которые я вам немножко рассказывала про них, это тоже детище Людмилы Таракановой. То есть я не знаю подробно, что именно, какое там производство, но суть в том, что я так понимаю, что это и тоже ее кисти. То есть, говоря про кисти Людовик, мы говорим про Людмилу Тараканову. И в макияже, и в практике я использую именно эти кисти. Вот синтетические 2 плоские кисточки. Они, конечно же, есть разных размеров, диаметров, величин и всего остального, но я не очень часто использую эту технику, поэтому большого набора кистей для акварели у меня, конечно же, нету. Ну, то, что у меня есть, мне хватает с головой, в общем-то, я покажу, как это работает. Когда и зачем используется акварель в макияже? Акварель, она зачастую не используется как отдельный какой-то материал, она зачастую используется в качестве подложки. То есть мы наносим акварель, сверху на нее так как бы закрываем ее сверху уже тенью, да, перламутром и блестками, и чем угодно. Ее прелесть в том, что она дает очень сильную яркость макияжу. То есть даже карандашная техника не дает такой сильной яркости, как дает это аквагрим. Акварель для макияжа бывает разная. Я думаю, вы уже с этим сталкивались. Она может быть, ну, вот такого плана, да, вот как классическая, скажем так, для макияжа в рефилах. Она может быть в карандашах. Знаете, деткам рисуют на лицах в карандашах, либо ну, тоже в палетках вот такого плана рефильчики. Есть в пирамидках, как у меня, знаете, Париж-Берлин. Я показывала видео с техникой темпирования, и там я использовала как раз Париж-Берлин. Это не так восковая акварель была, как именно такая, знаете, как аквакраска. Она очень жидкая, она не совсем подходит вот именно для такого классического макияжа в акварельной технике. Как показывает практика, судя по тому, что я слышу на мастер-классах разных визажистов, то именно восковая акварель ателье, мейкап-ателье, она самая удачная. Она такая самая тягучая, самая пластичная. Лучше всего из нее получается тушевка. И в идеале мы все-таки выбираем именно ее. Конечно же, у каждого разное предпочтение. Неплохая акварель также, я знаю, у Крiolan, но говорят, что уступает она по качеству, по своей технике использования, да, именно ательешная. Ательешная продается в рефильчиках. Можно купить себе пустую палетку, чтобы набирать разные цвета. Я сегодня вам покажу примерно вот этих 2 цветах. Это оттеночек слоновая кость Ivory F11 и такой бордовый оттенок F10. Таких одни из самых ходовых цветов. И потом сделаю макияж с этими 2 оттенками. И потом еще один макияж в совсем других цветах, таких зелено-салатовых. Такой красивый яркий летний макияж тоже. И давайте теперь подробнее о том, как это работает, как правильно использовать и как не допускать ошибок при использовании акварели. Ну, во-первых, как я вам уже сказала, акварель – это подложка, да, то есть сверху на акварель мы накладываем еще цвет. Я буду использовать, допустим, сегодня вот эти мои, да, бордовые и слоновые кости. Сверху я буду на нее накладывать палетку T13 Makeup Atelier. Видите, розовые оттеночки, довольно-таки яркие, красивые цвета. Кроме того, плюс аквы в том, что она достаточно такая, знаете, как липкая текстура, и поэтому на нее, кроме как тени, можно еще и накладывать всевозможные блестки, всевозможные атласные оттенки Makeup Atelier. У них есть серия палитр атласных, которые многие визажисты считают такими капризными, да, в использовании, немножко сложными, но вот именно на акве атласные тени работают прекрасно. Кроме того, на акварель восковую можно прекрасно положить даже крупный глиттер, да, вот такие крупные блестки, которые, возможно, используются для каких-то, ну, не фотосессий, а может быть для каких-то шоу, я не знаю, для вечеринок, то есть таких очень театральных
натуральные, скажем, такие примеры. Даже можно накладывать какие-то крупные, такие как то ли бусинки, то ли такой песочек можно приклеивать именно к акве. То есть на акву можно наносить любые текстуры, сухие, даже такие мощные, да, которые выглядят именно театрально. То есть акварель все-таки это не для повседневного макияжа, скорее для чего-то очень яркого, в том числе для вечернего, в том числе и для какого-то яркого свадебного, если место готово на яркий свадебный макияж. Какие кисти используются для нанесения акварели? Во-первых, кисти должны быть синтетические. Безусловно, мы можем использовать также и натуральную кисть, но в таком случае ее просто будет очень сложно отмыть, и она покрасится, да, то есть ее реально будет сложновато отмыть. Для акварели используются плоские кисти, не пушистые, а плоские, конечно же, как для любых кремовых, восковых, жидких, жирных текстур, да, используются плоские синтетические кисти. Вообще для общего, скажем, нанесения цвета используется достаточно крупная кисть, но мне достаточно вот этих моих двух маленьких. Обратите внимание, кисти Людовик, вот синтетика, вы вообще в жизни не угадаете, что это синтетика. Посмотрите, как она выглядит, да? Для примера покажу вам вот синтетические кисти Людовик, которые я использую. И покажу, посмотрите, вот эта кисть, это Соболь. Видите? Практически неотличимо. То есть это не столь ярко выраженная, допустим, вот синтетика, которую мы легко отличим от натуральной кисти. Эта кисть действительно так просто и не угадаешь, что это синтетика, она не так переливается, блестит, она не столь скользкая, она действительно как натуральная. То есть, конечно, при ближайшем рассмотрении видно, что Соболь, он более пушистенький такой, да, но тем не менее именно так вот, как эти синтетические Людовик, могут выглядеть и натуральные кисточки. Добавлю также, что с кистей таракановой, с кисти Людовик легче смывается аква, чем с других каких-то синтетических кистей. Удивительно, но так это и есть. Чем я отмываю акву, я рассказывала в прошлом видео о том, что аква очень легко отмывается мылом для бьюти-блендера. Дальше поговорим про консистенцию, о том, как набирать ее на кисть. Как правило, когда акварель совсем-совсем новая, она не слишком сухая, и она легко набирается на кисть даже без воды. То есть воды для начала можно не добавлять. Ну, в зависимости, может быть, она там долго лежала, или какие-то плохие были условия хранения, из-за чего она могла сильно засохнуть. Я, например, вот это суше, вот это более влажное. Поэтому для этого я буду немного добавлять воду на кисточку. Для этого я не буду добавлять воду на кисточку. Ну, может быть, там где-то в конце. Еще один плюс в том, что когда вы, например, если вы сегодня попользовались акварелью, то она достаточно долго держит в себе воду. Вы на следующий день можете не добавлять воды на кисть, а использовать уже в таком вот виде, как она есть. В каком порядке используется? Некоторые используют сначала светлый, потом темный. Некоторые наоборот. Я не думаю, что это слишком существенно. Тут важно, что для меня лично, чтобы для каждого цвета была отдельная кисточка. Потому что сразу вот быстро так отмыть кисть, даже каким-то антисептиком, да, который очищающим, каким-то бациллолом, не очень легко с кисти. Если я наберу темный, потом светлый я замазюкаю, будет нехорошо. Если как бы светлый наберу, потом сверху темный, уже не так страшно, но тем не менее все равно немножко не то получается. То есть для меня удобно, когда я для каждого цвета имею отдельную кисть. Сколько воды использовать на сухой акварели для кисти? Мы берем кисточку, макаем ее в водичку, да, как будто бы собираемся просто акварельными красками рисовать. И кисточку полностью хорошо промакиваем о салфетку. Не просто там чуть-чуть скапнули воду, а именно хорошенько вытерли кисть, чтобы она просто осталась влажной. И вот на такую полусухую кисть мы набираем уже акварель. И дальше уже смотрим, соответственно, по тому, как она набирается. А набираться она должна очень-очень густым таким слоем. То есть она не должна получиться, как ваши акварельные краски там в детском саду, да, или в школе, или, может быть, вы художники, да, или рисуете красками, не суть. То есть она должна быть реально очень густо набираться таким плотным слоем. Давайте покажу поближе, как выглядит этот плотный слой, насколько плотно она должна набираться у вас на кисть. Я беру светлую акву и набираю, да, вот у меня влажная моя кисточка. Вот видите, практически очень-очень-очень плотно. Примерно по консистенции получается, знаете, как кремовые тени. Вот такая консистенция выходит. Вот, набрала. И вот после этого только я могу наносить. Наносится она такими промакивающими движениями. Видите, как она отдается? Вот таким вот образом.
Если она слишком плотно ложится, видите, у меня сейчас она ложится довольно-таки хорошо. Видите, я беру краешек, отвожу, она прекрасно тушуется. Но если вы видите, что она ложится слишком комочками, значит, нужно добавить немножко водички, да? Понятно. На кисточку не капайте воду в саму акву, то есть только на кисть добавляем. Вот я беру край и край растушевываю, так же, как я это растушевываю, если это у меня карандашная техника. То есть техника растушевки та же, плоская тушевка. Теперь давайте вернемся немного на шаг назад и поговорим о нанесении тушевки и всего остального, как работать с аквой от начала до конца, какая должна быть подложка под акварель. Итак, в макияже мы для начала используем тональный. То есть я наношу тональный. Это будет, считайте, что это у нас навеки, да, нанесено. То есть я буду показывать сначала на руке, а уже видео с макияжем уже увидите, как это работает на макияже. Слой тона не должен быть большой. Акварель не любит, когда там куча всего нанесено. Она начинает ездить, начинает кататься, начинает делать не то, что надо. То есть тонкий слой тона. Сверху закрепляется тонким слоем пудры. Причем закрепление пудры не обязательно. Можно сразу на тон наносить. Смотрите, как вам удобнее. Закрепила пудрочкой. Тоже тонкий слой пудры. Если слишком много нанесли, то опять начнутся неприятности, начнется кататься, начнется собираться. И вот теперь переходим к акве. Я беру кисточку, макаю ее в водичку, снимаю воду на салфетку, беру светлый цвет, набираю на кисть. Это мы уже хорошо умеем, помним, как это делается. Набрала. И давайте просто сделаем такую легкую градацию, посмотрим, как это работает. Я промакивающими движениями наношу, беру край, вот, допустим, сюда я буду делать тушевку, да, я беру этот край и оттягиваю, да. Как регулировать то, насколько сильно я буду оттягивать? Чем более плоско вы держите кисть и дальше тянете, тем длиннее у вас выйдет тушевка, да, вот таким образом. Чем кисть более перпендикулярно вы поворачиваете относительно вашей руки, тем мельче получится тушевка, более точечная на месте. Еще один плюс акварели в том, что я могу провести абсолютно четкую линию моим кончиком плоской кисти. Вот видите, такую линию, как мы это делаем, допустим, карандашом, ничем не отличается, да? Подтушевали край, перешли к темному цвету. Взяли темную акву, она у меня более жидкая, я здесь даже меньше воды использую на кисти. Набираю. Отдается она очень охотно. И накладываю с другой стороны. Вот отсюда у меня будет идти темная аква. Чтобы втушевать очень мягко темный в светлый цвет, я кисточку помою. И вот чистой влажной кистью я хватаю мой темный цвет и наношу его, завожу как бы на белый, да, то есть плоскость кисти работает, кисть лежит практически вот на коже и втушевывает один цвет в другой, так же, как это происходит в карандашной технике. Вот буквально краешек цвета я втушевываю. Я также буду работать от светлого к темному. Сначала я возьму самый светлый цвет. Также промакивающими движениями, да, наношу на мой самый светлый цвет. Вот сюда. Нанесла. Край цвета подтушевала в сторону темного. Беру следующий оттеночек, розоватый, такой яркий, я бы даже сказала розовый, и накладываю его рядом с следующим слоем. И хватаю край, тяну в одну сторону, сюда на темный, и край в другую сторону, на светлый. Беру следующий цвет посерединке, который средний оттенок розовый. И накладываю его следующим, также промакивающими движениями. Положила и край втушевала в предыдущий оттенок. И в эту сторону.
И последний я буду использовать вот этот вот, не буду на самый темный заходить, этого мне будет достаточно. Точно так же набрала на кисть, промакивающими движениями наношу на самый темный отдел, скажем так, нашей градации. Вот сюда положила. И край взяла и втушевала в предыдущий более светлый розовый. Вот наша градация, которая у нас получилась. Ну, опять-таки, не слишком, конечно, аккуратно, но примерно, да, то есть понятна техника, как это использовать, как накладывать слои один за другим, чтобы получилась это наша хорошая, красивая, классическая, скажем так, градация от светлого к темному. И в итоге, то есть принцип макияжа, который будет дальше строиться, будет именно вот на этой технике работать. И последняя тема, которую я затрону в этом видеоролике, это ответ на ваш вопрос по поводу того, как сделать, чтобы акварель не скатывалась. Многие жалуются, что она скатывается, и спрашивали, как сделать, чтобы такого не происходило. Ну, во-первых, то, что я вам говорила, да, тонкий слой тона и тонкий слой пудры, либо вообще без пудры. То есть не накладывайте под акварель слишком много всего, она этого не любит. Второе, вы можете смело использовать базу под тени, пожалуйста, то, что не даст акве скататься. Тоже не слишком толстым слоем, обычным. Если у вас жирные веки, возможно, это будет дольше держаться и все остальное. Хотя, в принципе, она так сама по себе хорошо держится. Это салонная техника, ровно как и карандашная. Поэтому особой какой-то специальной базы под акву, либо под карандаш не нужно, не требуется. Да? Это она сама по себе как база является. В общем-то, она держится, приклеивается хорошо к вашему веку, и на нее хорошо приклеиваются последующие тени. Я надеюсь, я раскрыла вам абсолютно тему акварельной техники, использования акварели в макияже. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал, чтобы не пропустить 2 следующих видео с макияжами в акварельной технике. Я вас всех жду, до встречи, всех люблю, пока!